Сейчас бы мясо, прям настоящего мяса. Где там был этот гусь? Стоп, в смысле гусь? О, вот и мясо. Иди сюда. Оу е. Живой гусь, не умирающий в конце света, появившийся после того, как организация уже зачистила мир. Скажи мне это серии 5 назад без контекста, я бы подумал, что все это звучит как бред. Но теперь я понимаю, это звучит как намеренно подстроенный бред. Эй, привет, гусь-скафандр. Давай я даже догадки о тебе строить не буду. Уверен, все узнаем дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы гуси-гуси га-га-га, есть хотите? Да-да-да. Ладно, я правда не могу придумать серьезное начало к теме предыдущей серии, ибо гусь, который по живучести обходит даже меня, и ему не нужен никакой скафандр, это сильно. Но при этом данный гусь не отвечает на два важных вопроса. Первое, почему организации так важно было увидеть именно меня на этом задании? И второе, почему гусь выжил в конце времени, так еще и появился уже после зачистки организации. Мне было бы очевидно неинтересно, если бы Малецкий сказал: да не парься, это рядовая ситуация, но нет, он сам удивился, так еще и добавил: эта ветка самая проблемная из всех, с которыми я работал. Это как-то связано с отцом, или это как-то связано с Ложкой, или же смотрящим. Скорее всего, это совокупность, но, как говорится, поживем, увидим. Так, слушай, тебе, может быть, покушать принести? Ща все сделаем. О, держи, дружище. Гусь выглядит довольным. Ну что, мне кажется, я прошел сюжет. Ладно, если серьезно, как обычно, я хочу проверить Лаю. Пожалуйста, будь там. Пронус? Ну-ка. Понятно. Малус? На всякий случай, на будущее добавим слизням немного еды. Вот так вот, 44 гнили. Замечательно. О! Что за... Что это? Моя искра. О, черт. Кажется, я начинаю понимать, что такое антискинт. Джон был бы в восторге. Если я в ближайшее время не разберусь, как этому противостоять, то... Впрочем, нет. Лучше не предаваться этим мыслям. Я, в конце концов, первый. И ведь в Архее раньше была целая куча скинтонита. Я припоминаю его даже на зубах у зараженных зверей. И только большие кристаллы имели хоть какой-то эффект на меня. Ой-ой-ой. Черт, вот только сказал, что лучше не думать об этом, так тут же и продолжил. Привет. Слушай, мне и без того есть о чем подумать, да? Но прежде чем думать, надо бы прогуляться. Глупая прогулка для моего глупого ментального здоровья. Но нет. Из бункера выходить я точно не хочу. Наверное, погуляю тут. Начну с медицинского модуля. Мне нужно хоть немного восстановиться. Етить. Угасшая искра на максимум! Это что такое? Погоди, у меня появилась кое-какая догадка. Я понимаю, что это сейчас будет пальцем в небо. Неужели скинтонит как-то связан со сном? Все, это моя единственная догадка, я ее даже не разовью. Типа, это все, что я могу сказать. Обалдеть, вот настолько мы перебздели с этими порталами, телепортациями, скафандрами с антискинтом. Ну, короче говоря, скоро нам полная жопа. Давай-ка, правда, восстановимся. Хорошо. Что-то я проголодался. Что? Так резко? Ладно, консервированный суп в целом есть, поэтому не проблема, давай поедим. На самом деле я так устал есть эти консервы. Сейчас бы мясо, прям настоящего мяса. О, точно. Где там был этот гусь? Стоп, в смысле гусь? Ложка, что с тобой? Не-не-не-не!
Так, это сон? Это же сон, правильно? Эй, гусеныш, ты здесь? Гусеночек, сладенький, жирненький. Где ты? Чё происходит? Зачем ты его так? Не надо. Мы его даже не успели назвать. Ну ты пипец. Реально гуся пытается найти. Ну да, ну да. Вот прям здесь. В печку залез. Ложка, что с тобой происходит? О, вот и мясо! Иди сюда! Черт! Стой, стой, гусь! Что происходит? Стой, гусь! Что это? Золотое яйцо? Чё? Так ты не гусь. Ты гусыня. И уж точно необычная гусыня. О, слушай, прости, что хотел тебя на мясо пустить. Слушай, от этого яйца так тепло. Пипец, это был не сон. Это был не сон. Ложь. Стоп, это что такое? А где мозги? Погоди. Искрящееся яйцо. Яйцо гусыни, которое я забрал себе с задания в камерном мире. От него исходит слабая энергия искры. Что? Гусыня! Ты кто? Это, черт возьми, как так? Подожди, куда делась? Куда делась гусыня? Убежала, блин. Подожди, пожалуйста. Ты кто? Так, подожди, могу использовать? Я могу съесть? Чего? Какая красота, ты посмотри. Я хожу, и за мной тянется след искры. Блин, ребят, это на самом деле, я примерно понимаю, насколько же запарились разработчики, чтобы передать вот такой эффект тянущийся. Это очень прикольно сделано. Вау. Ну давай попробуем съесть. Ага, восстановилось. Как вкусно. Я чувствую, как сила разливается по моим венам. И это вовсе не сытость, это... Гусыня-мироходец? То есть, нет, в смысле не по венам разливается гусыня-мироходец, а в смысле... Да, короче, повезло, что никто этого не слышит. Нет, не повезло. Что? Лая? Ты какого черта? Ты что тут делаешь? Ну, вообще, хотела задать тебе тот же вопрос вместе с «Где ты пропадал?», но... Я так поняла, ты себе нашел подругу по интересам? Ай-яй-яй. Гусыня-мироходец. Это же само по себе абсурдно. Так еще и в... Ага. Стертой временной ветке. Погоди-ка. Откуда бы тебе знать про... Стой, подожди, Лая. Не здесь. Тут могут быть прослушки. Да? Да, я серьезно. Здесь небезопасно. Ну, понятненько. Хорошо, что у меня всегда с собой глушилка. Серьезно? Жду тебя. Одевайся и приходи. Судя по всему, тебе есть чем поделиться. Ну ладно. Да. Хорошо, хоть Лая решила выйти из бункера, прежде чем идти в Прунус. Видимо, прошли времена, когда я очень хотел с кем-то поболтать и быть не один. Настали времена, где все ко мне ломятся по поводу и без. Но да, Лая права. Я давно с ней не виделся, и я ведь даже не рассказал ей про то, что вступил в... Так, кажется, сейчас меня ждет разнос от Лаи. В любом случае, можно будет обсудить с ней то, что сказал мне Малецкий. Зря я тогда надавил на него. Может быть, сейчас знал бы больше. Может быть, Лая мне сейчас об этом расскажет. Я не сомневаюсь в организации, я сомневаюсь в отдельных существах. Неужели он мне на кого-то намекал? Или, может быть, организация отошла от своей изначальной цели? Кого они в итоге проверяют-то? Меня или Малецкий? Что им от меня может быть нужно? Что во мне такого особенного? Пустошь? Пустошь недоступна организация, это правда. Но откуда они тогда знают про нее? О, нет, не понимаю. Вероятно, Малецкий тоже не понимает, поэтому и ведет себя так. Ладно, сейчас вывалю все это Лаи, а там и посмотрим. Не убьет же она меня за то, что я просто вступил, правда? Правда. Хорошие вопросы задаешь на самом деле, типа как они могут знать про пустошь, если по сути туда не могут попасть? Видимо, создатель пустоши, в смысле создатель организации, это кто-то
кто раньше являлся привязанным. А если раньше он был привязанным, то получается он отвязался сам. То есть, понимаете, где-то вот эта нулевая точка создания организации существует. А значит, и существует тот, кто был отвязан впервые. Малецкий действительно так и сказал. Я не сомневаюсь в организации, я сомневаюсь в отдельных существах. Короче, здравствуйте, скафандр, надеваем, далее немного кушаем и на всякий случай проверяем гусыню. Эй, гусыня, а ты куда ушла? Ты просто гуляешь или как? О, вот она, красавица. Ты что, уснула? Это так мило. Не, очень круто, что ее сделали такой... живой, что ли? Типа гусыня реально может ходить по бункеру, в один момент просто прилечь и уснуть. Нормально. В любом случае, Пронус. В итоге привет. Поговорить? Ну давай, рассказывай. Только честно. Ну, вот так сходу, да? А ты-то мне что-нибудь расскажешь? Рассказать все, но умолчать о вступлении? Рассказать просто все? Спросить, как у Лаи дела? Ну давай все расскажем. Я не думаю, что нужно умалчивать о вступлении, это будет бредово. Да, поэтому все. Хорошо, я расскажу, Лая, но тебе может не понравиться. Так, слушаю тебя. Итак. И он все рассказал. Ну да. Но, ну как ты вообще... Нет, Лая, не надо. Я же попросил тебя, пожалуйста, давай без этого. Мне нужна была информация, нужна была. Я же пытаюсь разобраться во всем этом. Да нет, я не про это. Как ты вообще провернул это? Это же просто невероятно. Ты буквально утер нос всей этой идиотской системе и прогнул под себя всех этих кабинетных сиделок, понимаешь? Ложка, это же открывает столько возможностей. Подожди, то есть ты не злишься? Ну, конечно же нет, Лолошка. Ты не просто вступил в организацию, ты заставил ее играть по своим правилам. А это означает, что им не удалось пролезть тебе в голову. Что в свою очередь означает, что ты не пес организации, как Малецкий и прочие. И да, ты был прав, когда сказал, что в своей жизни делал очень сложные вещи. Прости, что сомневалась в тебе. Да ладно, ничего, правда. Вообще я рад, что ты не злишься. Ну не скажи. На самом деле я была вне себя, когда увидела тебя в компании Малецки. А потом еще раз. И еще раз. С каким-то там коротышкой. И думала, все. Завербовали окончательно. Я уже было, знаешь, начала вещи собирать. Думать, куда дальше деваться, но... Что-то меня все-таки остановило. Я никак не могла понять, что. Пока в один момент не поняла. Ты же был в скафандре. Поэтому я и решила с тобой поговорить. И вот... Стоп, подожди. Лая, то есть все это время ты следишь за мной? Да ладно тебе. Будто ты сам не появляешься тут, когда тебе вздумается. Но... Нет, Лая, это мое измерение. Ну так, а это моя бывшая работа. Следить за всякими. Ладно, извини. Давай, может быть, лучше к делу, а? Что ты хотел узнать? Ну ладно, давай. Знаешь, я думал, что меня пытаются завербовать, чтобы добраться до тебя, но по итогу... Я поняла. Никто про это ни разу не сказал, правильно? Ну да, так и есть. И еще, знаешь, недавно Малецкий высказал сомнение по поводу того, что делает организация. Как он выразился, отдельные личности в организации. И... это все же из-за тебя? Или нет? Многовато чести для одной меня, Лолошка. В Синклите полно тех, кто придерживается моей позиции и без меня. Уверена, у Малецки тоже не раз возникали сомнения, когда приходилось лишать жизни очередного бедолагу. Знаешь, Лолошка, то, что мы... то есть, они делают, в корне неправильно. Нужно прекратить эти убийства. Да, Лая. Но ведь ты же сама знаешь, это единственный способ прекратить страдания, которые существа проживают, оказавшись в конце времени. Или как там? Я сам не до конца понял. Ну, примерно так. Но знаешь, Лолошка, я размышляю над этим уже не 1000 километров. И пока у меня нет толкового плана, что делать. Но я работаю над ним. Эти убийства нужно прекратить. Кстати, а что это за километры такие? Я не первый раз о них слышу. Нет, не уходи от темы, Лолошка. Ты должен перестать убивать. Не выполняй приказы из Синклита, пожалуйста. Помоги выжившим. Да, от чего я-то сразу? Ты сама-то хоть пробовала? Ты ведь знаешь не хуже меня, каково это смотреть на то, как они мучаются.
Мне пришлось наблюдать за тем, как это происходит с моим знакомым богом. Да, он был счастлив окончить свои бесконечные страдания, понимаешь? А затем я видел сон, где... Короче, Лая, ты серьезно предлагаешь продолжать все эти страдания, пока ты просто придумываешь план? И, кстати, на всякий случай, я не убивал еще никого сам. Но в какой-то момент я понимаю, что, возможно, придется. Ведь по протоколу я... Стоп. Лолошка, ты мне сейчас серьезно будешь затирать про протокол? О, видимо, я ошибалась, когда думала, что они не смогли пробраться тебе в голову. Да не, Лая, подожди ты. Я просто имею в виду, что... Нет, ты не принадлежишь сам себе, Лолошка. Ты можешь думать, что у тебя есть выбор, свое мнение, но... они уже добрались до тебя. Да нет, Лая, какого? Я же даже не отвязался от времени. Прости, ты имеешь с ними контакт, я не могу быть в тебе уверена. Я не могу тебе сейчас ничего рассказать. Малус. Эй, да... Черт. Лая. Знаешь, да не пойти ли тебе Так, ладно. Спокойно. Все же несколько важных моментов я узнал. Лая остынет, и мы еще раз поговорим. Хотя... Признаться честно, в этот раз она выглядела более рассудительной. Как будто бы ее реакция была не просто бесконтрольным взрывом гнева. Если она занимается тем, чем я подозреваю, что она занимается, а именно продумывает план по уничтожению организации, то я могу понять ее настороженность по отношению ко мне. Но что-то все-таки не дает мне покоя, помимо организации Илаи. Ладно, вернусь к себе. Это чё было? Ладно, я в какой-то степени более-менее могу понять Лаю, потому что она явно знает сильно больше, чем я в том плане, как организация воздействует на мозги. Заметьте, даже мы из серии в серии возвращаемся постоянно к мысли, а может быть организация все это, как-то спланировала. Вот она произнесла очень хорошую фразу, которая меня прям зацепила. Ты уже не принадлежишь сам себе, Лолошка. Ты можешь думать, что у тебя есть выбор, свое мнение, но... Они уже добрались до тебя, но я же не отвязался от времени. Прости, ты имеешь с ними контакт, а я не могу быть в тебе уверена. Вообще, Лолошка действительно слишком много взял как бы сторону организации в последнее время. Мне, как Роме, не понравилась фраза Лолошки. Да и не убивал я еще никого сам. Но в какой-то момент, возможно, придется. С каких пор ты начал так думать, Лолошка? С каких пор? Короче, потом с ней все это порешаем, а пока что Малус... Спасибо. Так, Гусыня, ты где? О, привет. Как бы тебя назвать-то? Может быть, у тебя имя есть? Может быть, ты говорить умеешь, а? О, погоди. Так, стоп. Куда? Устала смотреть на скафандр, уснула. Так, ладно, переодеваемся. Давай-ка уберем все-таки это на зарядку. Далее это уберем просто сюда. Немножко вот так погладим Гусыню. На всякий проверим, что у нас здесь... Ух ты ж, бляхому. О, нет, это почему у меня все поломалось? Везде электричество. Ну что это, что такое? Гусыня провода погрызла, пока меня не было, что ли? Или же... может быть, это последствия от глушилки Лаи? Кстати... А ведь этого действительно не было, а тут бам, везде появилось. Тупыми вопросами не задаемся, просто берем и чиним. Да, ты погляди, везде все поломано. Починить. И в остальных местах тоже. Что? Я готовку начал! Нет, мне не нужна готовка, подожди! Каким образом мне готовить, если у меня тут полная задница с электричеством? Рататуй! Я не то нажал. Ладно, давай проверим, как делается рататуй. Свекла, томат, лук. Но я уже, наверное, не успею. Да, 4 секунды остается. Кстати, смотрите, вот здесь с электричеством все нормально. И меня не бьет. Ну, хоть на этом спасибо, как говорится. Так, в итоге вареный рис. О, это изи. Тут у меня уже гниль появилась. Рис. Далее миска. Забираем, в холодильник кладем. И после рататуй. О, во, рататуй опять же. Готовим быстро и чисто. Тут главное, чтобы меня сейчас электричество не убило. Давай. Молодец, рататуй. Кладем. О, все, вещи вернули. Давай быстро чинить. Ой. Починили? То есть это надо было прям по сюжету дочинить до конца, нифига себе. Ох, Малецкий и прочих что-то не видно.
полы, что ли, помыть, не знаю. О, а вот и ты. Привет. Мне так нравится эта гусыня. Что ж ты за гусыня такая? С виду вроде как обычная. Да и сканер Малецкий не показал ничего необычного. Гусыня, которая несет яйца с энергией искры. Появляющаяся в самый нужный момент, именно тогда, когда мне нужно. В затерянном карманном измерении ветки, где... Точно! А как? Что? Что? Я не понимаю, что ты... Какого черта? О, ну конечно! Похоже, у меня тут отвязанная от времени гусыня. Но как это возможно? Очевидно, гусыня неразумная, она ведь не разговаривает. Да и ведет себя как животное. И снова я возвращаюсь к одной и той же мысли. Не было ли это проверкой от организации? Если же это проверка, то мне она дорого обошлась. Переходы в скинтонитовом скафандре тяжело даются моей искре. Для чего же такие сложности-то? Им же, получается, тоже потребовалось отвязать животное, засунуть его в камерный мир. Нет, это слишком много бюрократических проволочек для них. Я не думаю, что они бы пошли на это. Тем более, когда их цели настолько неявные. Оба! Что ж такое-то? Окей. Ну, не знаю, допустим, ты реально гусиная богиня. Буквально одна из первых, бороздящих просторы пустоты. И вот ты в очередной раз по обыкновению, пересекая вневременную пустошь, залетаешь слишком далеко, как я, и оказываешься в небольшом мире, где мы с Малецки спасаем тебя. Нет. Это звучит все как какой-то бред. Нужно нормальное объяснение. А вот, допустим, какое-нибудь существо, опасное и могущественное. Вот, как, например, Тадмавриэль. Что насчет него? Желая оставить мне послание, допустим, он создает эту гусыню и отправляет сюда, зная, что я буду здесь. Да это же... Нет, это все тоже какой-то бред. Нет. Как можно вообще знать в пространстве без времени про где или там когда? Даже организация пользуется какой-то нереально сложной системой координат. А они-то явно лучше всех знают, с чем имеют дело. Ой. Стоп. О, нет. Я не дам тебе грызть мои провода. Что? Черт, надо отыскать птицу. Она не могла далеко убежать. Интересно, она летать умеет? Или еще хуже, она умеет перемещаться между мирами? Зачем я вообще вытащил ее? Я же знал уже, что она никак не реагирует на время. Так, ладно, на поиски. Блин! Гусыня! Га-га-га-га-га-га! Где ты, гусыня? Бога ради! Задумался, нашел ложка, потерял гусыню. Черт возьми. А как ее искать? Подожди, машина. Давай тут проверим. Так, машина стоит, да, все еще здесь. Какое-то очевидное место должно быть. Очевиднейшее. Гусыня. Но она спуститься по лестнице явно никуда не могла, например, вот здесь. Да, это можно даже не проверять. Ну, обалдеть теперь, ребят. Мы, походу, гусыню просрали. Давай тогда, не знаю, зарядимся. Мы сейчас пойдем в какой-то уровень радиации 2-3. Просто если я в итоге разряжу... Да ты издеваешься. Я чуть инфаркт не схватил. Стоп. А как ты вообще двери открыла? Эй! Хотел бы я записать все свои размышления на доске, но нет, лучше подожду. Мне бы сейчас поговорить с кем-то, кто разбирается. Даже просто ради себя. Спрошу Малецкий, работают ли у них мироходцы, кстати. О, это идеальный вопрос! Нет, даже... Ой, так больно. Даже больше скажу, это офигенный вопрос. А ведь правда, у них должны работать мироходцы, потому что Лая говорила, для мироходцев отвязка особенно болезненная. То есть, если они отвязываются, значит, ну, наверное, они там работают. И как это происходит? Типа, отвязанный мироходец. Гусыня, ты кто? Ты отвязанный мироходец?
Как ты отвязалась? Это... Какие эти вопросы сложные, да? Мне очень, на самом деле, нравится сезон в плане вот этой глобалистики, типа, в разные стороны. А особенно мне нравится, что постепенно все это не забывается, типа, обо всем помнится. Если вы смотрели «Сердце вселенной», то помните, там я носил кинжалы из антискинта. В Архее раньше была целая куча скинтонита, и я припоминаю его даже на зубах у зараженных зверей. Я могу сказать, что, скорее всего, там не работал на меня скинтонит по причине, там было много энергии. Там было настолько много энергии скинта и сил мироходца, что, ну, как бы я постоянно заряжался. Эй, гусыня! Так, может тебя покормить? Хотя я тебя уже кормил. Короче, новое задание. Эклер Грасс. Эклер Гра. Ага, переводится как «жирная искра». Это отсылка на фуагра, я понял. Гусыня, которая несет не совсем золотые, но точно необычные яйца. В затерянном мире без времени. Интересно. Но куда более интересное, почему именно тогда, когда она мне понадобилась? Кто ее туда поместил? Если верить Малецки, в отделе учета редко делают ошибки. И ему самому в это не верится. То есть у нас сейчас есть прям очень много вопросов. Я даже сейчас попробую как-то структурировать. Первое. Почему эта гусыня появилась тогда, когда мне дали задание от организации? Второе. Почему организация хочет, чтобы именно я пошел на это задание? Третье. Какого черта эта гусыня несет мироходческие яйца, если это так можно сказать? И четвертое. А не пошла была я в пень-колоду, а? Ладно, если серьезно, то тут есть еще более короткая цепочка. Организация почему-то хочет, чтобы я примкнул к ним в команду. И второе, как только я к ним примкнул, появляется некая гусыня, которая восстанавливает мне силы. Из этой цепочки можно сделать коротенький вывод. Скорее всего, организация как-то испытывает меня. Она что-то хочет во мне найти. Но это мои догадки, ребят, это только мои догадки. Скафандр пока что снимаем. Обязательно хилимся и проверяем, что у нас с прокачкой. Ага, очки генома 0. Блин, на самом деле у меня опыт это не прибавляется. Типа вот прямо сейчас у меня 51 уровень, да, я могу прокачаться, но... А дальше? А дальше где опыт брать? Какого... Ты уже здесь. Я к тому, что дронов-то у меня нет, а они были прям хорошей прикормкой опыта. Что у вас здесь? Гниль еще есть. Желе делается. Ну, молодцы, ребят. Мне пока что невероятно нравится то, как нам пихают кучу ответов и одновременно просто дофигелион вопросов. Дофигелион. Мне такое прям нравится в играх. Ну, а еще мне нравится, когда вы не забываете ставить лайки. И, пожалуйста, нет, не выключайте, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну не выключайте, ну поставьте лайк. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, потому что вся ваша поддержка в виде комментариев, тех же лайков, подписок — это большой буст для команды и меня. В условиях замедления Ютуба, о котором вы наверняка слышали уже 1000 раз со всех щелей, это действительно самый лучший буст мотивации. Спасибо вам большое. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Гусыня-мироходец, которая может быть и не мироходец вовсе. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.